always great to get together and worship, isn't it? Всегда это замечательно собраться вместе и поклоняться Богу. I don't exactly know what heaven's going to be like. Я не знаю, какое будет небо, But I think every now and then when we enter into worship, we get a little bit of a taste of it. но каждый раз, когда мы приходим в поклонение, мы немного вкушаем то, что на самом деле будет. When Jesus came to the earth, Когда Иисус пришел на землю, his primary mission was to die and redeem mankind. и самая главная его миссия заключалась в том, чтобы умереть и искупить человечество, Pay the price for our sin. заплатить за наш грех. And then God raised him from the dead. А потом Бог воскресил его из мертвых. But in his life, even before that, Но на протяжении всей своей жизни, и даже до этого, he showed us a little bit about how to bring heaven to earth. Он учил нас, как приносить небеса на землю. The words he spoke, Слова, которые Он говорил, the healing touch that he had, исцеляющие вещи, которые Он творил, that was bringing heaven to earth. это приводило небеса на землю. He was a channel for God's power into the earth, Он был каналом для Божьей силы на земле, a channel for his love. каналом любви. Well, we're the same, aren't we? То же самое и мы. We're all part of the family of God. Мы все часть Божьей семьи. Jesus being the older brother, the firstborn. Иисус является первенцем, родоначальником But нового человечества. he set an example for us. И Он принес нам, показав пример. He set a pretty high standard, didn't И he? знаете, Его стандарты, они очень высоки. But then he gave us the Holy Spirit И потом Он дал нам Святого Духа, so that we had the power to live that way. для того, чтобы у нас была сила жить таким образом. Paul said this in 1 Corinthians chapter 3. Павел говорит в послании к Коринфянам 3 главе. He was writing to the church. Он пишет церкви. And not all of the things that Paul said were encouraging. И знаете, не все то, что говорил Павел, было таким ободряющим. Sometimes they were corrective. Иногда это было исправлением. And he said, I can't even talk unto you as unto spiritual people. И он говорил им, на самом деле, я не могу с вами иной раз говорить, как с духовными людьми. They were probably all excited to get this letter from Paul. Они наверняка вначале радовались о том, чтобы получить письмо от апостола Павла. But then he said some things they probably didn't want to А hear. потом, когда они прочитали письмо, некоторые вещи им не понравились. So he went on in that 3rd chapter, И в 3 главе он там дальше говорит, kind of let them know how unspiritual they were. давая понимание им, насколько они духовные. And he said this, he said in one translation, you are acting like mere men. В одном переводе говорится, вы поступаете как обычные люди. Here's a great truth. Есть истина. When you get born again, Когда вы рождаетесь свыше, filled with his Spirit, когда вы наполняетесь Его Духом, we no longer have the right to just act human. у вас пропадает право вести себя как обычные люди. Now we are humans with God on the inside. Мы становимся людьми, в которых живет Бог. And it changes everything. Это должно менять абсолютно все. It changes how we live. Это должно менять, как мы живем. Well, we're celebrating 25 years of family. Мы сегодня празднуем 25 лет нашей церкви. I hope you love your family here. Надеюсь, что вы любите свою семью здесь достаточно. And you love your family at home. И любите свою домашнюю семью Even достаточно. if they aren't always easy to love. Даже несмотря на то, что их иногда очень непросто любить. Someday when we get to heaven, Когда-то, когда мы придем на небеса, there's going to be a very big family there. соберется вся семья вместе. All our prejudices will be gone. Все наши предрассудки, они исчезнут. All of these earthly hindrances will be Все gone. эти земные вещи, они тоже растворятся. And we'll be able to experience what it's really like to have a family Мы тогда увидим, что значит семья на самом and to деле. love one another. Что значит любить друг друга. I don't know about you, I'm looking forward to that. Я не знаю, как вы, но я с нетерпением этого жду. Now, I am ready to go, but I don't think it's time to go. Я уже готов идти, но я знаю, что еще не время. Right? We still have some work to do here on the earth. У нас на земле много работы. But other than that, Но кроме этого, I'm ready. я готов. Amen? Amen. You can be seated this Вы morning. можете присаживаться на свое место. God is good Бог благ all the time. всегда.
I was thinking while we were worshiping this morning, Пока мы поклонялись, я думал, or maybe I started to think about it when Pastor was talking, или, наверное, скорее всего, когда пастор начал говорить, я начал об этом думать. just about our family. Как же и в нашей семье? Michelle, and I'm talking about Michelle. Я говорю, я имею в виду Мишель. And I told you last night a little bit about our background. Я вчера немножко упомянул о нашей семейной истории. And, because of the way we grew up, I am not really having confidence on how to be a good husband or a good father. И учитывая то, как мы выросли, что мы не видели перед собой нормального примера того, как быть отцом, мужем и так далее. That part of my future scared me a little bit. Вот это прошлое, вот эта часть моего прошлого, она меня всегда пугала. When the thought finally occurred to me that I should ask Michelle to marry me. Когда мне пришла идея в голову предложить замуж Мишель, That scared me. меня это испугало самого. Because I only wanted to do that. I only wanted to ask that question one time in my whole life. Потому что я такой человек, я считал, что я должен это предложение сделать только один раз за всю свою жизнь. And I didn't want to mess up her life. Поэтому и причина, потому что я не хочу испортить ее жизнь. I looked at it as a big responsibility. Я смотрел на это предложение с огромнейшей ответственностью. And I knew that I had a long way to go to be the person that I really should be. И я понимал также тот факт, что я далек от того, кем я должен был бы быть. Now we didn't have kids right away. Конечно же, у нас моментально сразу дети не появились. We were married 7 years before we ever had our first one. Мы 7 лет жили без детей, только после 7 лет у нас родился первый ребенок. And after Michelle gave birth, После того, как Мишель родила, and they let us walk out of the hospital with him. они позволили нам забрать его из больницы. You got him in that little carrier. В колясочке там. And I actually turned around and looked behind me. Я посмотрел вокруг. To see if they were really going to let us walk out of there with a baby. Я смотрел на это и думал, они нам действительно нас выпустят с ребенком из роддома. Because I thought if they really knew us, Потому что я думал, что если бы они на самом деле нас знали, какие мы, they might not let us walk out of here with a baby. то, скорее всего, они нам ребенка бы не отдали. Because we didn't know enough. Потому что мы недостаточно знали. We got him home and sat him down and we're like, now what do we do? Мы принесли его домой, положили, потом сели и думаем, что теперь делать. We were a little behind in our parenting skills. Я вам хочу сказать, мы немножко отставали в своем познании быть родителями. So, about the time you figure out how to raise kids, you're done raising them. Я вам хочу сказать, до того момента, когда ты понимаешь, как воспитывать детей, ты уже их воспитал. I wish that we knew then what we know now. Я бы хотел бы знать все то, что я должен был знать тогда. But we didn't. Но, к сожалению, так. And neither did you. И с вами, наверное, так же. So we all had to do the best job we knew how. Поэтому нам всем нужно стараться делать наше дело лучшим образом. There is no such thing as a perfect parent. Нет такого понятия совершенный, идеальный родитель. And I believe that most moms and dads really want to do the best they know how. Конечно же, каждый родитель, я уверен, что он старается как можно лучше, как только он способен. Some maybe 6 years ago or so, Где-то примерно лет 6 назад, I was up hiking in the mountains, and 2 of our kids were with me. Мы ходили в поход, и 2 моих детей были со мной, мы ходили в горы. And a friend of mine was also with us. И с нами был еще мой один друг. He had pastored for years. Он был пастырем на протяжении многих лет. His kids were grown. Его дети выросли. And none of them were following God. Никто из них не служит Богу. Good kids. Хорошие дети. Just not following God. Но они не служат Богу. Been brought up in the church. Они выросли в церкви. And we were talking about that. И мы говорили об этом. And that hurts as a parent. Знаете, родителям это приносит большую боль. Because you want your kids to follow God. Потому что ты хочешь, чтобы твои дети служили Богу. And he was trying to figure out what they had done wrong. И они пытались понять, что же они сделали не так. Well, that's normal to try and figure it out. Знаешь, пытаться понять это нормально. But after we talked a little while, И после того, как мы поговорили чуть-чуть,
I said, you know, I didn't grow up in a Christian home. Я говорю, я не вырос в христианской семье. My parents didn't do the right things with me. Мои родители допустили много ошибок со мной. You know, if I look back, I would only, you know, if they tried. И смотря в прошлое, я думаю, вообще они старались или нет. I don't remember hearing "I love you." Я никогда не слышал, чтобы они мне сказали. Кто-нибудь из них сказал, я тебя люблю. But I said, God still got a hold of me. Но, тем не менее, Бог добрался до меня. He turned my life around. Он изменил мою жизнь. And if He can get me, Если Он добрался до меня, He can get your kids too. Он может добраться до твоих детей. So don't let go of them Поэтому не нужно сдаваться spiritually. духовно. As they grow into adults, you can't hold on to them with your arms all the time. Когда они превращаются во взрослого человека, ты не можешь сдержать их своими руками. But you can hold them in prayer. Но ты можешь держать их в своих молитвах. You can speak the right things over Ты them. можешь говорить в их жизнь правильные вещи. And then let God do His part. И позволить Богу делать свою работу. And now His kids today, you can see their lives are turning back around. Теперь сейчас их жизнь поменялась. They left the right path for a while. Они ушли с правильного пути на какое-то время. And slowly they're coming back. И потихоньку оно возвращается. So, like I said, there's no perfect parent. Поэтому я снова же скажу, нет идеальных родителей. But we do have a perfect God. Но у нас есть идеальный Бог. And He can help us when we make mistakes. И Он может помочь нам исправить ошибки, которые мы допустили. But never give up on your children. Но никогда не сдавайтесь насчет своих детей. Because God never has given up on you. Потому что Бог никогда не сдается с вами. All right. That was all for free. Это бесплатно было. Okay. The next part is not, okay? Вторая часть будет не бесплатна. So this morning our topic is this. Сегодня утром я хотел поговорить вот о чем. Conflicts and confrontation in the family and in ministry. Конфликты в церкви, в семье и в служении. Have you ever had any conflict in your life with other У people? вас в жизни когда-нибудь был хоть один конфликт? Yeah, probably. That's 2 arms and 1 leg again, Одна right? нога и две руки вверх. If you're breathing, you've had some conflict. Если вы дышите, значит у вас были конфликты. That might be in your family, Может быть в семье, might be people at work. может быть на работе. In some parts of the world, it even happens in churches. А в некоторых частях света это происходит даже в церкви. But I'm sure that wouldn't happen here, Я в курсе, я просто убежден, что здесь этого не происходит. right? Yeah, okay. Хорошо, замечательно. They got a little quiet on that one, so. Все замолчали на этом моменте. Well, our response to any conflict can either make it or break it. Наш ответ на конфликт, наша реакция на конфликт может либо увеличить, либо разрушить. And a biblical response can make all the difference. Только библейский взгляд, библейская реакция может исправить. I don't think there's an earthly relationship that is immune to some kind of conflict. Нет никаких человеческих отношений, в которых есть иммунитет к конфликтам. But if we can learn to approach and manage conflict biblically, Но если мы будем учиться подходить с библейской точки зрения к конфликту, we can change that situation into an opportunity for growth. мы можем использовать эту ситуацию как возможность к росту. If we learn how to do this, Если мы научимся это делать, it becomes one of the most useful tools in our discipleship toolbox. это будет самый лучший инструмент в нашем ученичестве, в нашем инструментарии. And so it's something we have to learn and develop and grow in. Поэтому это именно то, в чем мы должны расти и развиваться. I want you to turn over to Romans chapter 12, Римлянам 12, откройте вместе со мной. and we'll start in verse 9. Начнем в 9 стихе. It's a funny thing Это очень интересно. that you can really turn conflict into a place where you can strengthen a relationship. Это удивительно, что ты можешь взять конфликт и использовать его для того, чтобы укрепить свои отношения. I read this story some time ago. Какое-то время назад я читал эту историю. There was a lady that her husband had just died, Там была одна женщина, у которой совсем недавно умер муж. and she was only in her 30s. И ей было всего лишь около 30 лет. And then her brother had committed suicide. Потом ее брат покончил жизнь самоубийством. And then right after that, she gets this hateful letter from her mother-in-law.
И потом вдруг после этого сразу ее теща, ее свекровь пишет ей ужасное письмо. And in this letter, this mother-in-law unloaded 15 years of anger. И в этом письме ее свекровь выливает на нее ненависть, которая длится уже 15 лет. Well, that doesn't sound like a very good situation, does it? Ситуация, в общем, не очень ободряющая. So what did this lady do? И что делает эта женщина? She tried calling the mother-in-law and couldn't get a hold of her, Она пытается дозвониться своей свекрови и не может это сделать. which, as it turns out, was probably good. На самом деле, это очень хорошо, что она не достучалась. So she sat down and wrote her a letter. Поэтому она взяла и в ответ написала ей свое She письмо. didn't respond in hurt. Она не ответила на это, ранившись от этого. But she responded in love. Она ответила в любви. And the mother-in-law received the letter, И ее свекровь получила письмо. and she said all these years later, that letter turned our situation around and we're very good friends today. И она говорит, спустя много лет это письмо изменило всю нашу жизнь. Our response Наш ответ can make all the difference. может изменить все. Right? So we have to learn how to bring God and His love into every situation. Поэтому нам нужно учиться, как приносить Бога в любую ситуацию. So in Romans chapter 12, Потому Римлянам 12 главе, starting in verse 9, в 9 стихе, it really talks about how we should behave as Christians. здесь говорится о том, как мы должны себя вести как христиане. So let love be without hypocrisy, abhor what is evil, cling to what is good. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. That would be a good one right there. Уже можно закончить, это было бы замечательно. When we recognize evil, let's just stay away from it Если вы увидите зло, держитесь от него подальше. and hold fast to what is good. Держитесь за то, что добро. Verse 10, be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью и в почтительности друг друга предупреждайте. Well, that's not easy either, is it? Нелегко, правда? Preferring one another, be kind. Предпочитать кого-то себе, другим, выше считать его. Verse 11, not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно. Distributing to the needs of the saints, given to hospitality. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. How are we doing on this list? Как мы справляемся с этим списком, господа? I don't know about you, I don't think I hit this at 100% all the time. Не знаю, как вы, но я 100% этому не соответствую. He said, bless those who persecute you, and bless and do not curse. Он говорит, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. What does your flesh want to do when somebody curses you? Когда кто-то вас проклинает, что хочет сделать ваша плоть? You want to do the same thing back. Вы хотите сделать ровно то же самое в ответ. But he said, that's not the way to solve this. Он говорит, но на самом деле это не решит никакой проблемы. Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. He didn't say be jealous of those who are rejoicing. Там не говорится, завидуйте тем, которые радуются. When something good happens to your friend, your neighbor, your coworker, Когда что-то хорошее происходит с твоим другом, коллегой, с твоим знакомым, even if you're thinking, hey, даже если ты думаешь, эй, what about me? а что насчет меня, а как же я? I'm the faithful one. Вообще-то я тут самый верный. But what does he say do? It says rejoice. Сказано завидуй? Нет, сказано радуйся. We're in the same mind. У нас одна и та же задача. If something good happens to somebody, let's rejoice. Если кто-то там радуется по поводу чего-то, радуйся вместе с ним. It says, verse 16, be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion.
Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. That would kill all social media. Я вам хочу сказать, вот это убьет всю медиа. Do not be wise in your own opinion. Не нужно считать свое мнение самым правильным. Sometimes people ask me, what do you think of this? Ты думаешь, что это такое? Whatever is going on. Все, что происходит. Sometimes I say, I don't know enough to have an opinion. Некоторые люди умные говорят, знаешь что, у меня нет даже понимания, чтобы сформировать свое мнение. I know this. Я знаю вот это. If I form my opinion on what I heard on the TV, I'm in trouble. Я вам хочу сказать, если, лучше некоторым людям сказать, если я буду основывать свой взгляд на том, что я слышу с телевизора, у меня будут проблемы. If you've ever done marriage counseling, если вы когда-нибудь проводили консультирование семейной пары, and you listen to one side of it, и вы слышите одну сторону, and form an opinion, и формируете свой взгляд, you just got yourself in trouble as the counselor. я вам хочу сказать, вы как консультант попали в проблему. In marriage counseling or in marriage problems, В проблемах в семье there's three sides. есть три стороны. His side, Его сторона, her side, ее сторона and the truth. и истина. That's true. Это правда. Because I don't know if I've ever seen somebody come into the situation and tell the whole story. Я не встречал еще ни одного человека, который бы пришел ко мне на консультацию и рассказал всю историю от начала до He's конца. saying she, Он говорит, она, and she's saying he, а она говорит, он. And there's probably problems on both sides. А скорее всего проблема с обоих сторон. Anyhow, so do not be wise in our own opinion. Поэтому не нужно быть мудрецом в своих собственных глазах. Verse 17, repay no one evil for evil, have regard for good things in the sight of all men. Никому не воздавайте злом за злом, но пекитесь о добром пред всеми людьми. Now, verse 18, I kind of wanted to get to this one. 18 стих это то, куда я шел. He says, if it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. That's a good verse. Хороший стих, правда? As much as it's possible, Насколько это возможно? and as much as it depends on you or me, Настолько, насколько это зависит от вас. live peaceably with all men. Живите в мире со всеми. So we know this. Мы знаем вот что. Conflict is inevitable. We're all going to have it. Конфликты, они обязательно произойдут. Ideally, Они неминуемы. it would be great to have resolution to every conflict. Идеально, конечно, ситуация, когда мы решаем все